Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре. Давайте сегодня переместимся в Шотландию. Для шотландцев 25 января важнее, чем Новый год, потому что именно в этот день родился человек, которого они называют величайшим шотландцем всех времен. Это Роберт Бернс. Он родился в 1759 году в маленьком селе Аллоуэй в графстве Эйршир, в фермерском коттедже. Дом Бернсов, кстати, считался довольно роскошным по тем временам. Он имел аж 2 комнаты, что по сравнению с другими домами села считалось большой роскошью. Семья была фермерская. Мальчик с детства пахал землю и был приучен к тяжелому сельскому труду. Именно поэтому его позже назовут Heaven-taught plowman, поэт-пахарь, обученный самими небесами. Хотя, конечно же, это образное выражение, потому что его обучал отец, он очень много вкладывался в образование детей, старался, чтобы они умели читать и были образованными, и даже нанимал в складчину с соседями учителя, репетитора для детей. Но важнее всего то, что Бернс писал о том, что было близко простым людям. О природе, о жизни, о печалях и радостях народа, о морали. Нередко он обличал человеческие пороки, прибегая к иронии и комичным нравоучениям. Так в поэме «Там о Шантер» фольклорный сюжет переплетается с поучительной историей о нерадивом фермере, который пропивал всю выручку вместо того, чтобы нести деньги в семью. За это он однажды чуть было не поплатился за свое вот такое моральное поведение. Однажды возвращался он ночью верхом на лошади и столкнулся с ведьмами в лесу. Началась погоня, и лишь чудом он ускакал от этой погони. Одна из ведьм даже в этой погоне схватила его лошадь за хвост, но успела только вырвать клок хвоста несчастного животного. Важно подчеркнуть, что Бернс писал для простого народа, понятным ему языком, и нередко обращался к фольклорным мотивам, чтобы через яркие, а порой мистические образы обличать безнравственные поступки своих современников. В его произведениях нередко именно вмешательство сверхъестественных сил становилось тем самым нравственным уроком, который мог наставить человека на путь исправления. Очень важно еще отметить, на каком языке писал Роберт Бернс. А писал он на скотс, языке, который в XVIII веке, особенно для просвещенной аудитории, считался грубым языком простолюдинов и уже начинал постепенно исчезать. Это не гельский язык горцев, это равнинный шотландский германский язык. Для англичанина он звучит почти как иностранный язык. И по структуре, и по звучанию скотс местами даже ближе к немецкому, чем к современному английскому. Бернсу настойчиво советовали: пиши по-английски, так ты больше заработаешь. Но он все равно продолжил писать на своем родном языке. Где-то полностью на скотс, где-то он писал на смеси английского и скотс, а некоторые его произведения, некоторые его стихотворения написаны полностью на английском языке. Конечно же, на английском он тоже писал. Но все же предпочтение он отдавал языку своей родины, на котором говорили люди в его родном селе. И во многом благодаря этому язык и сохранился. Благодаря Роберту Бернсу язык не исчез. И на нем говорят, читают его стихотворения до сих пор. Даже если вы не знаете стихов этого поэта, вы точно знаете одну его песню. Наверняка вы слышали эту мелодию. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind, should old acquaintance be forgot and days of old lang syne. Это Old Lang Syne. Та самая мелодия, которую поют по всему миру в новогоднюю ночь. Old Lang Syne – это шотландская песня на слова Роберта Бернса, ставшая неофициальным гимном Нового года и символом памяти о старых добрых временах. И не только шотландцы поют эту песню, но также эту песню поют в США,
Канаде, Австралии, Новой Зеландии, во многих странах Европы, как символ прощания со Старым годом. В Японии, кстати, мелодия Auld Lang Syne вообще живет отдельной жизнью. Она стала, можно сказать, частью культуры Японии еще с XIX века. Эта мелодия в Японии связана с завершением чего-либо. Она звучит на выпускных и прощальных мероприятиях, а также как завершающая на новогодних передачах, и даже в супермаркетах перед их закрытием включают эту мелодию, чтобы сообщить покупателям, что магазин скоро закрывается. А еще, оказывается, звуковой сигнал в японских пешеходных переходах – это не обычный сигнал, а в разных местах там звучат настоящие мелодии, и среди них есть мотив песни Роберта Бернса «Coming Through the Rye» – «Проходя через ржаное поле». Вот такой вот неожиданный культурный след оставил шотландский поэт в Японии. Получается интересно. В Новый год весь мир поет Роберта Бернса, а шотландцы в это время уже ожидают 25 января, настоящий день празднования памяти великого поэта. Посетители со всего мира приезжают в Алловей, чтобы посмотреть на коттедж Роберта Бернса, на то, как жил этот известный поэт. От коттеджа Роберта Бернса к музею, посвященному этому поэту, ведет тропа поэта – Poet's Path, и по пути на этой тропе стоят скульптуры, посвященные его стихам. И тут вас поджидает сюрприз. Огромная, слегка пугающая мышь. Памятник гиперболизированного размера. Потому что одно из самых трогательных его стихотворений называется «К полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом». История такова. Бернс случайно разорил мышиное гнездо, и вместо того, чтобы махнуть рукой и не придать этому никакого значения, как сделало бы большинство обычных трудяг, он написал стихотворение, где сочувствует мыши, как такому же труженику и семьянину, как он сам. Знаменитая строка оттуда такова: «Лучшие замыслы мышей и людей часто идут наперекосяк». В музее этому посвящено даже целое место. Текст стихотворения, экспозиция и даже чучело мышки. Ни один поэт в мире не удостаивал мышь такой литературной и музейной славы. Но если мышь – это трогательно, то другая традиция Дня Бернса – это уже что-то почти воинственное. Речь о его знаменитой оде Хаггису «Address to a Haggis». Хаггис – это национальное шотландское блюдо из овечьих потрохов, овса, лука и жира, помещенных в овечий желудок. Все это томится в печи в течение нескольких часов. Звучит, конечно, экстремально, но на вкус неожиданно вкусное блюдо получается. Идеально подходит к холодному шотландскому климату. Во время праздничного ужина хаггис торжественно вносят под звуки волынки. Все встают. Кто-то читает стихотворение Бернса. И ровно на строках о ловком ударе ножа хаггис торжественно разрезают традиционным шотландским кинжалом. Называется он «Дирк». Это, пожалуй, единственный литературный вечер в мире, где поэтическая метафора сопровождается холодным оружием, которое носили горцы вместе с килтом. После церемонии оды к хаггису и разрезания хаггиса все что делают? Пьют за хаггис, а потом обязательно за Шотландию. Пьют по традиции шотландский виски. Интересно, что в XIX веке Бернс стал почти мифической фигурой, особенно в живописи. Есть такая картина Чарльза Харди, где Бернс беседует с юным Вальтером Скоттом. И что важно, Бернса на этой и на других картинах почти всегда изображают молодым, крепким, вдохновенным. Хотя жизнь у него была очень тяжелой. Здоровье было подорвано работой, было 6 детей, за благополучие которых он всю жизнь переживал, надрываясь на тяжелой работе. И умер он рано, в 37 лет. В культурной памяти он остался вечно молодым и веселым. XIX век как будто бы законсервировал его в самом подъеме, расцвете сил в работах скульпторов и художников. Почему же его чтят по всему миру? Потому что в ту эпоху, когда шотландцы массово уезжали в Америку и другие страны, они увезли с собой и поэзию Бернса. Его стихи стали частью их национальной идентичности.
По количеству памятников в мире Роберт Бернс уступает разве что королеве Виктории и Христофору Колумбу. И это человек из простых, родившийся в фермерском доме. День Бернса – это нечто большее, чем просто литературный вечер. Это вечер, где читают стихи, проводится вот этот интересный ритуал с хаггисом, где поют, веселятся и вспоминают великого поэта. И, конечно же, говорят и читают стихи на языке, который этот поэт помог сохранить до наших дней. Это мир, где мышь становится памятником, а поэт-пахарь – национальным символом. И, возможно, сам Роберт Бернс больше всего удивился бы не только памятникам и музеям, но и тому, что спустя более 200 лет люди по всему миру продолжают собираться, читать его стихи и разрезать хаггис под его строки. Если понравилось мое видео, подписывайтесь. Впереди еще много интересных историй о кельтской культуре, о поэзии, о литературе и о многом-многом другом. До новых встреч!